Привет, любители экстрима! Я Роман Смолкин, и мы снова в акватории Лето Завидово. Сегодня мы будем ловить ветер и рассекать водную гладь. Догадались? Сегодня пробуем виндсерфинг, олимпийский вид спорта. Но если уже начинать что-то, то под руководством профессионала. Итак, с 2010 года она профессионально катает за команду Roxy. С 2014 года за команду Red Bull. В 2014 году она стала вице-чемпионкой мира по виндсерфингу на этапе по фристайлу на острове Фуэнтевентура. Да, это несравненно Оля Раскин. Именно она сегодня нам расскажет, как вставать на доску и ловить ветер. Тем более, что новичков сегодня очень много. Привет, Оль! Привет! Друзья, хорошая новость. Отличный день, солнечно, прекрасная погода, теплая вода, не нужен гидрокостюм, аллилуйя. Вот, сегодня круто, но ветра супер мало. То есть вообще ветра настолько мало, что можно парус поднять, встать и постоять. Ваша задача будет хотя бы минимально там проехать 5-10 метров, сделать поворот и попробовать вернуться. В идеале в ту же самую точку. Это прям задача максимум. Для первого дня это очень-очень круто. Но ветер здесь часто меняется, то есть, может быть, там чуть-чуть добавит, хотя бы метр-два, если чуть-чуть ветер усилится, нам будет уже комфортнее. Но в целом, смотрите на флаги. Они здесь не зря стоят на станции, не для красоты, а, во-первых, они показывают на направление ветра. Да, относительно этого направления мы катаемся. Как? Сейчас расскажу. Кто-то из вас уже пробовал кататься или все начинающие? Пробовали. Тем, кто пробовал, наверное, чуть попозже вы ко мне подойдете, я вам покажу, может быть, вертолет, ну что-то из фристайла, потому что так стоять тем, кто уже умеет, не очень интересно. Для тех, кто первый раз. Самое главное, да, что вы должны понимать, что все движение зависит от направления ветра. Вот, катаемся мы перпендикулярно ветру, это называется движение галсами. То есть ветер, когда вы едете, вам дует в спину, дует, соответственно, в парус, и вы относительно этого ветра перемещаетесь. Ветер сейчас дует на нас, соответственно, мне нужно парус просто переместить в вашу сторону. Сейчас. А вам, наверное, лучше перейти сюда. Вот. То есть сейчас я попытаюсь просто сымитировать то положение, которое должно быть на воде. Первое, что мы определяем, посмотрели на флаги, примерно прикинули, да, направление, ветер с берега. Доска перпендикулярна, парус по ветру. Залезаем мы всегда на центр, самую серединочку, и встаем достаточно узко. То есть самое устойчивое положение на доске, оно находится возле шарнира. Такой маленький девайс, который парус крепит к доске, шарнир называется. На воде первое, что вы делаете, вы заносите, берете доску здесь за корму, корма, задняя хвостовая часть, заносите за корму, затаскиваете доску в воду, кладете парус по ветру в сторону камышей, леса и опускаете вот этот вот шверт вниз. Иначе без него доска будет просто уезжать по линии ветра, вы не сможете вернуться. Поэтому сейчас будет много терминов, если что-то забываете, спрашивайте. Пока что я успела упомянуть корма, задняя часть доски, нос, передняя часть доски, куда вы едете, шверт посерединке, всегда на воде мы его опускаем, на берегу, соответственно, убираем обратно в доску. И само полотно паруса, да, парус состоит у нас из прямая палка мачта, гик, за гик мы держимся руками, и сам парус, соответственно. Залезаем на центр. Если это на глубине вы упали, например, да, то сначала на коленки, затем на ноги. Присаживаемся. И сейчас для девушек очень-очень важно. Паруса достаточно тяжелые на самом деле здесь. Поэтому имейте в виду, что вы упираетесь ногами в доску сильно. Прям уперлись, работают ноги. Беретесь за парус и начинаете тянуть его из воды. Подтягиваете с прямой спиной, встаете вверх. Вот это правильное положение, да, когда вы сидя, за счет веса тела отклоняетесь назад, поднимаете парус. Неправильное положение, оно, конечно, очень красивое, но не очень правильное, когда вы отклячиваете попу и на прямых ногах пытаетесь, срывая себе спину, парус поднять. Так делать не нужно. То есть сели с корточек, за счет веса тела отклоняетесь назад, аккуратно парус поднимаете. Вот, и в самом начале вы можете взяться за гик с двух сторон или за веревочку, за старшкот. И, собственно, ветер развернет парус туда, куда нужно. То есть ветер всегда разворачивает парус по своему направлению. Сейчас вы можете понять, что ветер дует туда. Ехать вы будете перпендикулярно вдоль берега, поперек ветра. И вот это вот, да, стартовое базовое положение. Двигаемся мы туда, куда смотрит нос доски.
Поэтому, чтобы поехать, вы делаете шаг назад, маленький шажок, и беретесь за ту половину паруса, которая над кормой. Вот. И здесь важно, смотрите, задняя рука у вас газ. Чем сильнее вы тянете на себя заднюю руку, тем большей площадью паруса вы перекрываете ветер, вас сильнее тянет, вы быстрее едете. Передняя рука рулевая. Рулевая передняя рука все время держит мачту вертикально. Как только вы парус куда-то наклоняете, у вас сразу меняется положение доски. Вначале вам нужно удерживать движение поперек ветра и работать только с газом. Да? Быстрее поехали, сильнее на себя потянули руку, медленнее поехали, отпустили заднюю руку, парус стал пустым, просто как флаг сейчас указывает направление. Хотя здесь просто направление ветра часто меняется. Сейчас дует с берега, там через час может задуть наоборот с воды на нас, поэтому постоянно проверяйте себя, смотрите на флаге. Вот почему я разворачиваю доску сюда, да, чтобы вы сразу могли стартовать и уезжать в воду, а не упираться в берег. Поэтому, наверное, так. Пока при вот таком направлении, вот в такое положение. Подняли парус, шаг назад, маленький шажок, две руки на гик, передняя удерживает мачту вертикально, задняя закрывает, большая площадь паруса наполняется ветром, сильнее тянет. Заднюю ручку от себя вы притормаживаете, останавливаетесь или убираете лишнюю скорость. Вот, сейчас вряд ли у вас будет лишняя скорость, поэтому как только встали, парус, это называется закрыть, потянуть на себя заднюю руку и поехали. Проезжаете 10-15 метров, дальше вам нужно сделать поворот. Показываю сейчас самый простой базовый поворот через нос, он называется фордевинт, и делается он вот таким образом. Вы наклоняете поворот, соответственно, это смена курса, да? У вас корма должны поменяться с носом местами, разворот на 180 градусов. Поэтому у вас включается передняя рулевая рука. Переднюю прямую руку вы наклоняете на нос и очень плавно отпускаете заднюю руку. Поворот делается без газа, просто за счет передней рулевой руки. Как только вы наклонили парус на нос, у вас сразу доска начинает разворачиваться по ветру. И нос таким образом движется, движется, движется. Вы ничего не делаете, стоите по-прежнему на корме, просто наблюдаете за носом. Когда доска развернулась уже на 90 градусов, здесь вам нужно поменять положение тела. Смысл поворота в том, что вы переходите на другую половиночку доски, переходите на другую сторону и беретесь за другую половину гика, вот таким образом, накрест. И здесь, пока вы будете парус потихоньку закрывать, да, возвращаться в стартовое положение, ваша доска будет доворачивать на оставшиеся 90 градусов. И поедет обратно в сторону берега. То есть смысл поворота: заднюю руку газ вы убираете полностью, передней прямой рукой очень медленно ведете парус вокруг носа, меняете ноги и перехватываете парус с другой стороны. Вот таким образом. Для начала один поворот. У кого будет получаться, может ко мне подойти, покажу другой поворот. Кто уже умеет кататься, подходите чуть попозже, покажу вам фристайл. Лайтвинд фристайл, разумеется. Кто хочет попробовать, вперед. Кто готов? Ну, то же самое, да, на тренажере просто. Отлично. Поднимая парус медленно, да, с прямой спиной, супер. Не та сторона, мы беремся за половинку паруса, которая над кормой. Да? То есть сначала ты поднимаешь парус, держишься за гик с двух сторон, одна рука. Да. Вот это супер стартовое положение. Здесь просто ты определяешь направление ветра. Чтобы поехать, нужно сделать шаг назад на корму. Шаг, да, маленький. И взяться за ту половинку паруса, да, которая над кормой. Совершенно верно. Угу. Парус должен остаться, мачта вот здесь, прямая, перед тобой, да, руки чуть дальше. Для вас ориентир, у меня петля, ну, на многих гиках петля вот эта находится в правильном месте, напротив центра тяги. То есть у вас одна рука должна быть слева от петли, другая рука справа от петли. Если петли нет, то вот центральное окно ближе к мачте. Примерно центр тяги всегда где-то в полуметре, ну, плюс-минус от мачты. Пока все. Теоретическая часть закончилась, теперь приступим к практике. Я пойду переоденусь, а вы пока осмотрите. Не будем терять время, и, как говорила Наталья, морская пехота. Стартуем!
Ну что получилось? Теперь узнаем, как получилось у других. Марк, тебе понравилось? Роман, еще один новичок, Ксюша. Да, очень весело, интересно, новый опыт. Впечатления отличные, очень понравилось. Не просто. Это было космически. Я тупела как блондинка, я ничего не понимала, доска падала. Было сложно, я не знаю, с ветками или без веток. Упал раз 20, проехал метров 2. Ну, может, 10, ладно. Но зато ощущение классное. Водичка холодная, тут жарко, очень класс. А от себя хочу добавить, обязательно попробуйте виндсерфинг, тем более, что сильный ветер для первой тренировки не нужен. И сейчас у вас появляется возможность попробовать его совершенно бесплатно. Итак, конкурс. Для конкурса вы должны придумать слоган для канала All Extreme и написать его в комментариях под видео на YouTube. Про лайки и подписку я уже не напоминаю. А победитель сможет приехать в акваторию Лето Завидово и взять бесплатный инвентарь и попробовать себя в виндсерфинге. Занимайтесь спортом, друзья!